Всем большой привет, с вами Ксюша, и сегодня мы поговорим про базовый уход за лицом. Я назову не только этапы, но и покажу свои самые любимые средства. И, кстати, будет два секретика о влиянии зубной пасты на кожу и о том, как легко поддерживать загар в течение года. Итак, давайте начнем. Будем двигаться поэтапно от самого базового к более индивидуальному, уникальному, то, без чего, в принципе, можно обойтись. Первый этап – это поверхностное очищение от макияжа, санскрина, какой-то пыли, в общем, всего, что накопилось в течение дня, мы, конечно же, смываем, во-первых, либо мицеллярной водой, и могу сказать, что это мой самый любимый формат. Именно мицеллярная вода не вызывает у меня никаких раздражений, никогда у меня не было с ней проблем. На данный момент я использую мицеллярную воду от Bioterm, но на самом деле можно использовать абсолютно любую, потому что мицеллярная вода быстро уходит, и лучше использовать что-то бюджетное. А у меня здесь просто сувенир из путешествия, поэтому, собственно, использую ее. И в этом же пункте я хочу упомянуть еще один популярный способ очищения. Это, конечно же, гидрофильное масло, гидрофильные бальзамы, и у меня здесь гидрофильный бальзам от Яда. Из того, что я пробовала, этот бальзам подходит моей коже больше всего, он достаточно легко смывается, но все-таки я больше люблю формат мицеллярной воды, потому что мне очень нравится ощущение масляности на коже. И второй этап — это уже мягкое очищение, которое идет после того, как вы смыли макияж, а если вы не используете макияж, то это, можно сказать, первый этап. Выбирайте тот формат, который подходит вашей коже, например, моей коже лучше всего подходят пенки, и я их сейчас использую каждый день уже в течение где-то полугода, и больше ни к чему другому у меня рука не тянется. После пенок у меня нет чувства стянутости, и в целом моя кожа склонна к шелушениям, поэтому мягкие пенки — это лучшее, что можно придумать для моей кожи. У меня здесь две пенки, первая от Payo и вторая от Aravia. Могу сказать, что они очень похожи по действию, по нанесению и по ощущениям на коже, но все-таки Payo, у нее класс повыше, потому что это, не знаю, может быть люкс, может быть не люкс, но я ее покупала по скидке, поэтому в принципе у нее цена была бюджетная на тот момент. Также мне нравятся пенки от Natura Siberica. И, кстати, в подростковом возрасте я использовала больше формат гелей, те, которые подсушивали прыщики, так прямо хорошенько очищали. И самые любимые гели, которые помогали мне бороться с прыщами, жирностью, это те, которые содержат масло чайного дерева. Это тот самый случай, когда я действительно видела эффект. И еще один нежнейший формат для мягкого очищения кожи — это, конечно же, кремушки. Здесь у меня крем-гель от CeraVe. Я его просто обожаю. В одно время я его использовала очень часто, и здесь у меня осталось буквально чуть-чуть. Храню я его в холодильнике, потому что временно не использую. Кстати, все средства, которые мне удастся найти, я оставлю на них ссылки в описании. Третий этап абсолютно базовый, но не абсолютно ежедневный. Это более глубокое очищение, мягкое отшелушивание. Именно этот этап хорошо работает после баньки, после отпаривания кожи или, например, перед тем, как использовать маску, потому что данный этап помогает маскам, да и не только маскам, а любым, например, сывороткам, каким-то другим средствам, проникать глубже в кожу и давать более видимый результат. И здесь я хочу упомянуть энзимные пудры. Я давно ушла от агрессивного скрабирования, знаете, там сахарного, кофейного, в общем, где такие крупные абразивные частички, которые могут травмировать нашу кожу. Поэтому я дала предпочтение мягким энзимным пудрам, которые крайне деликатно отшелушивают нашу кожу и при этом глубоко очищают поры. На данный момент у меня две пудры. Первая от By Wishtrend с зеленым чаем. Она дает более сильный эффект, и более мягкая — это от Aravia. Она идет с экстрактом овса, и она прямо мягчайшая. То есть, если вы хотите с чего-то начать, то можно попробовать именно вот эту. У этого же бренда я видела разные энзимные пудры, например, в красном тюбике, она, по-моему, самая популярная и дает самый сильный эффект. Четвертый этап, и его хочется назвать проводником от умывания к нанесению несмываемых средств. В этом этапе я объединила тоники, тонеры, флюиды и даже сыворотки. И объединила я их не просто так, а потому что, по моему личному опыту, все они играют примерно одинаковую роль. Восстанавливают pH-баланс, успокаивают, увлажняют. Единственным исключением являются сыворотки, которые направлены на индивидуальную проблему. И здесь у меня самая любимая вещь, которую я попробовала за последнее время, это эмульсия с витамином С от Ожена. Я ее приобрела не так давно, но уже использовала 1/3. Это говорит о том, что действительно она мне нравится. Здесь идет небольшая концентрация витамина С, поэтому для тех, кто хочет познакомиться с витамином С, возможно, это средство как раз-таки подойдет. Эта эмульсия очень легко наносится, быстро впитывается, не оставляет ощущения липкости и дает эффект сияющей кожи. При этом за счет витамина С она борется с пигментацией, также слегка осветляет кожу, но не бойтесь, она ее не отбеливает, а очень деликатно осветляет. Уход за собой — это важно, но параллельно с этим необходимо развиваться внутренне, учиться, находить интересные хобби, увлечения,
обучение, а может быть даже работу. Поэтому сейчас я хочу рассказать о платформе Geekbrains и образовательной программе «Графический дизайнер», которая позволит вам с нуля погрузиться в мир дизайна. Geekbrains можно доверять, потому что они на рынке IT-образования уже с 2010 года. И прямо сейчас у них обучается более 70 тысяч студентов. Вы сможете не только получить ценные знания и обучиться современным программам, но также соберете целое портфолио из нескольких проектов. Графический дизайнер — это востребованная и многогранная профессия. Именно эти специалисты разрабатывают фирменный стиль брендов, оформляют сайты, логотипы, презентации и многое другое. А средняя заработная плата графического дизайнера от 100 тысяч рублей. И это далеко не предел. Занятия в Geekbrains проходят как онлайн, так и в записи. А преподаватели программы — это практикующие специалисты из топовых компаний. Кстати говоря, Geekbrains имеют государственную образовательную лицензию. А каждый выпускник получает диплом гособразца о профессиональной переподготовке. Самое важное, Geekbrains дают гарантию трудоустройства. То есть, если после успешного обучения вы не найдете работу, то вам вернут деньги. Я действительно верю, что каждый может обучиться и найти профессию по душе. Поэтому переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и действуйте уже сейчас. Следующий фаворит — это тонер от Claire's. Об этом средстве я могу сказать, что это любовь с первого пробника, потому что мне положили пробник, я попробовала и была восхищена данным средством, то есть пробника мне хватило на 2 дня, и я поняла, что так, я хочу это полноразмерное средство. Я успела использовать где-то половину. На самом тюбике написано, что он восстанавливает pH-баланс, подходит для веганов, также деликатно очищает, восстанавливает, но что заметила я, это то, что на утро кожа становится какая-то приятная, более нежная, мягкая и слегка сияющая. Аналогично эмульсии от Аржена также приятно наносится, моментально впитывается, и вот это, я бы сказала, больше как водичка, а это больше как гель, сыворотка, но обе они впитываются моментально. И еще один формат — это тоники. Могу сказать, что их я использую реже всего, потому что как-то, не знаю, душа у меня лежит больше к эмульсиям, тонерам, то, что дает видимый эффект, а тоники, они как-то более поверхностные. В общем, да, я их использую, но реже. 5-й этап, и я долго размышляла, добавить его в этот базовый уход или в то, что можно в принципе не каждому. Но поняла, что это средство мне настолько нравится, что я готова рекомендовать его каждому. И здесь я говорю о кислотных пилингах. Их я использую не часто, обычно 1 раз в неделю или максимум через день. Кислотные пилинги помогают мне бороться с комедонами, какими-то закупоренными порами, также выровнять тон, и с утра моя кожа более сияющая. И да, кислотные пилинги я использую только на ночь, потому что кислотные пилинги и солнце не очень хорошо сочетаются, и обязательно нужно использовать SPF-крем. Тем более я тот человек, который любит наносить минимум средств на свое лицо, поэтому кислотные пилинги на ночь, а с утра это какие-то эмульсии, тонеры и так далее. Мой самый любимый кислотный пилинг от By Wishtrend. Я действительно после него вижу классный эффект. К сожалению, он у меня закончился, поэтому я вставлю либо какие-то старые кадры, либо просто фотографию. Следующий этап, он у нас получается 6-й, и я думаю, вы уже заждались его. Это, конечно же, крем для лица. Я знаю, насколько сложно подобрать крем для лица, поэтому не спешите за дорогими бутильками. Попробуйте сначала что-то более бюджетное. Пощупайте, какие вам подходят, от каких у вас там поры закупориваются. Так вот, я попробовала много кремов, но мой фаворит — это... Вы сами знаете, CeraVe. Я его не использовала летом, но как только началась осень, я сразу же достала из холодильника свой любимый кремушек, и могу сказать, что после него у меня нет никаких раздражений, тем более покраснений или каких-то акне, закупориваний. Он просто мягко, базово увлажняет и защищает мою кожу. Особенно зимой я наношу плотненько вот этот крем, и он защищает меня от обветриваний, лишних шелушений. Из очень бюджетных средств я могу посоветовать крем от чистой линии, именно такой ночной в круглой баночке. По-моему, там еще были нарисованы единороги, я точно не помню, но помню, что этот крем просто превзошел мои ожидания, и одно время я им постоянно пользовалась. Последний пункт в базовом уходе, но не последний в сегодняшнем списке, это защита от солнца. Во-первых, это, конечно же, формат санскрина. У меня здесь санскрин от I'm Pure с SPF 50 и PA 4+. В общем-то, когда я его выбирала, я начиталась, что он очень хороший, и мне понравилось по нанесению. Он просто легчайший, не оставляет липкости и достаточно быстро впитывается. Конечно, может быть, минимальную белизну он дает, но если хорошенько распределить, подождать, то вот, в принципе, даже белизны не видно. Вот.
Кстати, это корейский бренд, поэтому любители корейского ухода можете приглядеться к этому тюбику. И другой формат защиты от солнца, который мне нравится больше солнцезащитных кремов, это легкие тоники CC крема с SPF фактором. Здесь, конечно же, SPF всего 20, но согласитесь, это лучше, чем ничего. Особенно зимой, когда солнце не активное, можно в принципе обойтись только вот таким вот кремушком. Переходим к средствам, которые в принципе выходят за грань базового ухода за лицом. Во-первых, это уход за губами. Одно из самых базовых средств это гигиеничка Libriderm полужирная. Я помню, в одно время я ее постоянно покупала в аптеке, и она спасала мои губы. Но сейчас я использую Carmex с гранатом и с эффектом холодка. Думаю, многие знакомы с Carmex, и единственное, кто будет пробовать первый раз, да, эффект холодка есть, такого небольшого покалывания, и в начале использования мне это было, конечно, непривычно. Еще один любимый тюбик это Avène Cold Cream. Он, наверное, любимый, потому что я его привезла из своего путешествия в Париж, поэтому он еще и у меня такой ассоциативный, но тем не менее в целом он очень хороший, хорошо увлажняет, защищает губы. И последнее, что я хочу показать, это блеск Кика. Им нереально приятно пользоваться. Вы посмотрите на сам тюбик, он выполнен очень красиво, минималистично, знаете, просто тянется рука его взять и намазаться. Вот даже сейчас. И, кстати, это не только блеск, а скорее крем, потому что производитель так и пишет о данном средстве, что это уходовый крем. Но могу сказать, что он блестит, поэтому такой полублеск. И он также, как Carmex, дает небольшой эффект покалывания. Следующее средство это термальная вода. Она подойдет как на лето, когда очень жарко, как зимой, если вы сидите дома и постоянно работает отопление. Опять-таки лишний раз увлажнить свое лицо. Можно наносить как на макияж, как под макияж. Также, например, перед макияжем, если ванная комната занята, а я хочу лишний раз увлажнить кожу перед нанесением макияжа, то на чистое лицо я просто брызгаю термальную воду. Следующий шаг это маски для лица. Мой самый любимый формат это многоразовые маски. Во-первых, это глиняная маска от Caudalie, она с витамином С из розовой глины. Она дает детокс-эффект, слегка очищает, выравнивает тон и просто, знаете, делает кожу немножко лучше и, конечно же, улучшает настроение. Вторая маска, она корейская от бренда I'm From. Это уже такая кремовая текстура, она идет с инжиром, поэтому крайне приятно пахнет. Единственный момент, она имеет небольшие частички скрабирования, но они совершенно не агрессивные, поэтому в этом средстве они прямо в тему. Мне нравится использовать эту маску в душе, нанесла на 3 минутки, и пока я мою голову или там очищаю тело, она работает. Это на тот момент, когда у меня мало времени. Либо полноценно ее наносить на 15 минут, там, в вечернее время, когда я просто нахожусь в квартире, чем-то занимаюсь. И последние маски это тканевые. Их я использую реже всего, но у меня есть самая любимая, к сожалению, не самая бюджетная, это маска от Пайо, такая розовенькая. Сейчас у меня ее нет, поэтому я постараюсь прикрепить картинку, видео. Секретное средство номер 1. Как же поддерживать загар в течение года? Почему я раньше не узнала об этом средстве? Это вот такие капельки, а точнее концентрат с эффектом загара. Вы просто берете 2-3 капельки, добавляете в свой крем и используете ежедневно до тех пор, пока ваша кожа не станет такого приятного загорелого оттенка. Вы поймете, что все, мне этого достаточно, и дальше будете использовать, например, раз в неделю, плюс-минус, то есть просто для поддержания эффекта. У меня это капли от Clarins, и я их купила очень быстро, просто пришла в магазин, посмотрела, какие есть концентраты, быстренько прочитала отзывы в интернете и взяла вот этот, потому что на тот момент я горела идеей того, что мне хочется более здоровый, более загорелый вид, так как зимой у меня уже полностью смылся мой загар, и мне нравится, когда моя кожа загорелая, поэтому это средство абсолютная находка. Следующий этап, он такой весьма деликатненький, это полоски для удаления волос над губой. В принципе, можно обходиться и без них, но если вас беспокоит то, что у вас здесь волосики, они вам просто не нравятся, как-то чем-то мешают, то просто берите вот такие полоски. У меня здесь самый бюджетный бренд, это Cosmia, я их купила в Ашане, но можно выбрать абсолютно любые, я их использую на самом деле редко, где-то раз в месяц, наверное, такая просто смотрю, что-то уже не то, и используя эти полоски. Не переживайте, от них волосы не растут гуще, толще, сильнее. Если, конечно же, брить это место, то волосы будет больше видно, потому что, это как, знаете, как с волосами. Вот вы срезали, и ровный срез более четкий. Если вы долго не стрижетесь, то у вас такие слегка посеченные, едва заметные кончики. Также есть с этими волосами. Второй секретный секрет, и о нем я хочу поблагодарить одну из вас, потому что именно одна из моих зрительниц написала этот комментарий. Эта девушка работает стоматологом, и она
она пронаблюдала такую вещь. Иногда приходят клиенты, неважно, девушки, мужчины, и вокруг рта могут точно появляться акне. 1, 2, 3. И вы знаете, на постоянной основе вы даже можете замечать, что у вас постоянно здесь акне. Нигде на лице нет, а вот здесь постоянно прыщики. Так вот, она написала, что причина может быть в зубной пасте. Это может быть влияние фтора, хлоргексидина, СЛС, ментола, абразивных частиц, в общем, чего угодно. Поэтому, если у вас вдруг такая проблема возникла, попробуйте сменить зубную пасту, например, отказаться от зубных паст со фтором и перейти на более мягкую. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Поддержите его пальцем вверх, мне будет очень и очень приятно. Ну а мы увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!